Всем привет! В Харькове расположено огромное количество супермаркетов, кондитерских, булочных, трендовых бутиков, разнообразных лавок и торговых домов. На канале я уже не раз обращал ваше внимание на старинные магазины, потому как они того заслуживают, благодаря своей доброй ауре, мирной энергетике и благодушному эху истории нашего любимого города. Магазин «Ведмедик», кафе «Кристалл», кафе-автомат-пулемет, центральный универмаг и другие легендарные места и достопримечательности нашего города. О них есть отдельное видео на канале. Кто не видел, обязательно посмотрите. Ссылки на эти места я оставлю в описании к этому видео. Ну а в сегодняшнем выпуске речь пойдет еще об одном легендарном знаменитом месте для всех харьковчан – универмаге «Детский мир». Гуляя по галерее Нового Пассажа, известного теперь как «Детский мир», мало кто знает о том, что первые лавки здесь внутри квартала, как и сам сквозной проход, появились чуть ли не 2 столетия назад. И современное здание, хоть и построено было с нуля, функционально лишь сохранило преемственность предшествовавшего ему. Ну, обо всем по порядку. Одной из самых известных и богатейших харьковских купеческих семей Карповых принадлежал дом рядом с появившейся здесь позднее городской управой. Большой участок между площадью и Горяиновским переулком напротив гостиного ряда был в свое время лишь одним из многих владений Карповых. Здесь у себя во дворе Федот Карпов в начале XIX века, а затем и его сын Сергей сдавали целый ряд нелицевых выходивших во двор лавок. Их охотно нанимали во время ярмарок приезжие купцы, в то время как более дорогие лицевые городские и частные лавки рядом стояли пустыми. К сожалению, предпринимательская жилка в потомках Карповых к середине XIX века стала иссякать. Крупнейшие владельцы недвижимости в городе стали постепенно распродавать свои владения. В 1880 году Василий Карпов продал свой дом на Николаевской площади профессору Адольфу Питре. Сам Карпов с тех пор с головой ушел в писание картин и публицистику, печатая статьи, посвященные культурной жизни города. Что же касается дома Карповых Питры, то в 1914 году впервые прозвучала идея выстроить новый городской пассаж на месте старинного здания. Впрочем, реализовать эту идею удалось лишь после Первой мировой и Гражданской войн. В этом же доме Карповых Питры располагалась редакция газеты «Южный край», в которой Карпов и размещал свои публикации. В 1900-х годах Харьков на подъеме. На улице Сумской дефицит торговых помещений. Стоимость земли растет. Одной из тогдашних фирм было принято решение строить торговые помещения. Бюджет покупки земли и постройки превышал немыслимые на те времена 500 000 рублей. Здание по проекту архитектора Ленецкого начинали строить еще во время Первой мировой на месте редакции газеты «Южный край». Строительство было длительное время заброшено и завершено лишь в 1925 году. Была одна интересная публикация в газете о Новом Пассаже. В недалеком будущем в Харькове будет сооружен новый грандиозный пассаж. Здание будет сооружено на частные средства Огурцова и занимая пространство между магазином Джорджа Бормана и городской управой. Одним фасадом будет выходить на Николаевскую площадь, а другим на Горяиновский переулок. Следует заметить, что упомянутый проект был разработан харьковским архитектором Пискуновым. Однако новый пассаж в те годы так и не был построен, хотя строительные работы были начаты. Причина, по всей видимости, война, революция и разруха. С наступлением мирного времени законсервированная стройка ожила.
Правда, этому предшествовал новый конкурс и рожденный им новый проект архитектора Ленецкого, упомянутого уже ранее в этом видео. Новый пассаж был построен при участии архитектора Пискунова. Вот на этих фото на заднем плане здание городской думы, включено в здание нынешнего горсовета. Справа, где вывеска «Зингер», ныне и находится детский мир. Это была крытая галерея с рядом магазинов, имеющая выходы на параллельные улицы. В то время между Горяиновским переулком, сейчас Квитки Основьяненко, и Николаевской площадью, сейчас площадь Конституции. Это такое трехэтажное здание с множеством мини-лавок внутри. Старый пассаж, который располагался на территории нынешнего Покровского сквера, увы, не пережил Вторую мировую войну. А новый пассаж, ныне детский мир, когда-то был заветной мечтой для посещения любым ребенком. Главной изюминкой дома является его стеклянная крыша. Кстати, после войны при строительстве горсовета один пролет пассажа отошел к горсовету, в связи с чем здание пассажа утратило симметрию. В чертах фасада можно увидеть как арт-деко, так и модерн и конструктивизм. Внутреннее убранство на вид этого старого здания поражает своей изысканностью. От лепнин по внутреннему периметру до стеклянного купола крыши. Вообще архитектура детского мира поражает своей исторической старостью. Переходы над бездной и стертые ступеньки между этажами. В общем, здесь отчетливо веет стариной. Здание внутри выполнено в виде крытого двора со множеством магазинов в галереях по периметру. Галерею второго этажа соединяет несколько мостов-переходов. Еще несколько лет назад здесь было много людей. Больше, чем сегодня. Более бойко и азартно велась торговля. Сегодня в состав универмага входят магазины, торгующие детскими и спортивными товарами, сувенирами, мобильными телефонами, а также различные бутики. Здесь можно приобрести практически все. Но уже от детского мира осталось одно название, и сейчас здесь очень тихо. Когда я бывал здесь в детстве, то выбор товаров для детей был огромный. Тогда детский мир был именно детским. А какие здесь были вкусные бутерброды в кафе-автомате на первом этаже и кофе со сгущенкой? Кто помнит? А еще заварные пирожные в автоматах. В наши дни, к сожалению, детский мир пустует. Да и вход в универмаг забаррикадировали аптеками, рекламой. Но все равно, когда попадаешь внутрь, здесь отчетливо веет стариной. Удобно расположенный непосредственно в центре Харькова, рядом с крупной транспортной развязкой и метро, он легкодоступен жителям и гостям города. По сей день, так же как и при жизни первого и второго пассажей, здание имеет выходы на параллельные улицы – Квитки Основьяненко и площадь Конституции. Здание детского мира пострадало от российского ракетного удара по Дворцу труда 2 марта 2022 года и утратило остекление.